Ах, эти итальянские будни! Что может быть прекраснее солнечного декабрьского дня, чтобы отправиться на рынок, на охоту за терпким трюфельным сыром, сделанным на молоке горных сардинских коз или мальтийских овец. Но сначала мы пройдемся с вами по древним улочкам типичного курортного городка на озере Лаго-Маджоре. Попытаемся прочувствовать настроение и дух этого волшебного места и понять характер его жителей, таких трудолюбивых и практичных. Итальянская пословица гласит: без 300 лестниц не видать тебе бельведере, то есть красивого вида, друг мой. В переводе на русский это звучит как: без труда не вынешь и рыбки из пруда. Но это и понятно, во всей Италии едва ли найдется пара плоских кусков земли. Вот ее жители и напоминают себе о терпении и времени как можно чаще, как вот здесь, например, tempo e pazienza. А вот и божественный Бельведере. На крутом террасированном участке расположился сад нашего героя, сеньора Н. Назовем его так. Как видите, сеньор Н серьезно относится к свежести продуктов на семейном столе. И несмотря на седые волоса и почтенный возраст, и я уверена, не на самую плохую пенсию в Италии, каждый день с любовью ухаживает за своим маленьким, но очень эстетичным огородиком. Ведь все должно быть белло. Ежедневный подъем по лестницам, безусловно, способствует бодрости духа и тела, но и денежная сторона вопроса играет немаленькую роль. Ведь ломбардцы известны своим прагматичным, если не прижимистым характером. В конце концов, это один из самых богатых регионов Европы, и транжиры здесь не в почете. Ах, как же я завидую жене сеньора Н. Публичный транспорт в этих местах, кроме поездов, автобусов и такси, также включает в себя еще и паромы, которые курсируют по озеру, часть которого находится в Швейцарии. И это делает зону еще более связанной с самой банковской страной мира, что, безусловно, приносит свои дивиденды людям. Накопления солидных швейцарцев систематически оседают в карманах владельцев местного бизнеса. А вот контролерша начала пропуск машин на борт. Кстати, итальянки умудряются выглядеть сногсшибательно даже в обычной униформе. Посмотрите, какая мадам, вся на стиле. Расположимся на солнечном деке с чашечкой капучино или даже бокалом белого из бортового кафе и будем впитывать в себя этот концентрат рукотворной и нерукотворной красоты, которая в этих местах везде вокруг нас. Даже самый утонченный турист получит эстетическое удовольствие от полуторачасового маршрута по итальянской стороне озера, любимым местам иконической австрийской принцессы Сиси. А на швейцарской стороне можно посетить город Аскону, где жил и творил великий Эрих Мария Ремарк. В один из следующих разов обязательно посетим остров Изола-Белла, роскошные владения древнего рода Боромеев, которые, кстати, недавно породнились с монахским княжеским родом, отдав замуж за принца Козираги дочь Беатричи. Ну вот, мы и приближаемся к нашей цели – городу Интра, а пока что пришвартовываемся. Интра находится уже не в Ломбардии, а в регионе Пьемонт. Пьемонт в переводе на русский будет значить «у подножия гор», «у подножия Альп». И хотя жемчужиной озера Маджоре считается город Стреза с его огромными белыми отелями, похожими на взбитые белки, настоящую жизнь в этих местах можно почувствовать лишь в двух городках – это город Интра и Арона. Я бы даже сказала, что они мало уступают своим звездным собратьям, таким как город Комо на озере Комо и та же самая Стреза. Здесь есть все для полноценного отдыха с семьей. Туристов меньше, цены скромнее, да и еда лучше. Вот, например, историческая Bottega La Casera. Покушать деликатесов сюда приезжают даже миланские знаменитые шефы. Такова его репутация и богатый ассортимент редких сыров и колбас, хлебов и соусов. Ну а пока честной народ высыпал на пьяцца, то есть площади городка, чтобы на людей посмотреть и себя показать, мы с вами, не отвлекаясь, пройдем на задние улочки Интры, где и проходит субботний рынок. Начнем с цветочной части, куда приходят почтенные сеньоры, чтобы купить горшочки цветов для облагораживания своих террас, садиков и подъездов. У каждой хозяйки свой продавец,
которым она ходит много лет, так называемый «venditore de fiducia». И между клиентом и продавцом складываются доверительные отношения. Вообще, мне кажется, что местные люди помешаны на цветах. А вот и швейцарские клиенты. Ради них привозят сюда товары из Сицилии, Тосканы, Пули. Они вальяжно ходят меж рядов, выбирая товар неторопливо и с расстановкой. Хотя для них эти цены более чем приемлемы, но в практичности они дадут фору любому итальянцу. А вот итальянку ничего не остановит перед тем, чтобы выбрать себе новый наряд. Пикантные маринады со средиземноморскими травами привлекают внимание своими ароматами и цветом. Перцы, фаршированные тунцом, анчоусами и каперсами. Римские артишоки в лучшем оливковом масле. Пулийские оливки с нотками африканских специй. Вкуснятина. Все это продается алетто, как говорится, то есть цена написанная идет за 100 грамм. Солонки, подносы, кухонные доски из майолики из ценного оливкового дерева. Расходятся как горячие пирожки на рынке. Их покупают как для себя, так и на подарки. Они отменного качества. Я и сама каждый раз непременно ухожу с чем-нибудь от этого продавца. Все сделано вручную, в этих изделиях тепло человеческих рук. Как не поддержать местного производителя в век глобальной торговли китайским ширпотребом? Мы перекинулись парой слов с мастером, и он рассказал, что его мастерская расположена в горах Вальстрона, здесь, неподалеку. А теперь пойдем за сыром. Продавец предлагает мне попробовать особенный сыр с благородной плесенью. Сыр, запеченный в золе. Да-да, вот этот экзотично выглядящий черный сыр с прожилками. «Дольче о салато?» – спрашиваю я. «Сладкий или соленый?» «Дольче», – отвечает продавец, – «сладкий». В Италии сыры могут быть как сладкими, так и солеными. А еще они могут быть пикантные, то есть острыми, с перчинкой или душком. Таким является мой любимый сыр с трюфелем, король всех сыров, ведь мы находимся в Пьемонте, на родине трюфеля. Здесь с трюфелем производят все возможное и невозможное. Сыры, колбасы, настаивают на нем масла, ароматизируют соли, делают спреды. Короче, все. Ну и, конечно, классика итальянских сыров. Куда же нам без них? Пармиджано, гран-падано, моцареллы, ее копченые варианты, скаморцы, вон они висят, на любой вкус и цвет. Кухня Северной Италии без копченого или вяленого мяса невозможна. У каждого валли долины своя особенная колбаса, у каждой долины свои добавки. У кого колбаса с фаршем, пропитанным благородным вином из Бароло, у кого с фенхелем, у кого с трюфелем, у кого с острым перцем, а у кого и с фисташками. Кстати, я привлеку ваше внимание, там написано «настоящие итальянские продукты». Для итальянцев это очень важно. Они искренне верят в свою продукцию, действительно считают ее лучшей. А мясо? Здесь мясо оленины, кабана, говядина, свинина, индюшка. Выбирай на свой вкус. Местные модницы также не брезгуют рыночным днем, так как здесь часто возможно бывает найти экспериментальные коллекции маленьких производителей одежды, которые так и не вышли в крупный тираж и таким образом стали фактически коллекционными объектами, а также очень даже достойные изделия из кожи для любителей вечного байкерского стиля. Конечно, наивкуснейшие южноитальянские фрукты и овощи, которые под южным солнцем растут там почти круглый год. Там же на юге растет и любимый итальянцами миндаль, из которого они очень любят производить миндальную пасту, а из нее, в свою очередь, делать вкуснейшие сладости с добавлением лимона, горького миндаля, фисташек или кокоса. Это одна из самых популярных сладостей в Италии. Ну и дижестив, как же без того, чтобы в конце обеда обязательно подать к столу граппу или ликер, будь то из сицилийского мирта, лимона, малины или вишни на самом севере. Все непременнейший пунктик обильного итальянского застолья от севера до самого юга. На этом мы подошли к концу нашего рыночного дня. Если вам понравились наши итальянские зарисовки, нажимайте на лайк и подписывайтесь, чтобы получать еще больше деталей итальянского образа жизни.